Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками и, конечно, за ситуацией, которая обостряется, накаляется и каждый день, как день, когда решается судьба Украины. Андрей Баумейстер, украинский философ, на связи прямо сейчас. Андрей Олегович, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Конечно, мы будем говорить с вами о сегодняшнем большом дне. Уже есть расписание. Вечером Зеленский встречается тет-а-тет с Трампом, а потом большой обед и, в общем, многостороннее обсуждение ситуации в Украине. Причем это обсуждение, такое действительно прецедент. Пол Европы приехала к Трампу как бы поддержать или за спиной Зеленского, или перед Зеленским. Тут мы сейчас разберемся. Но меня интересует, и вот вопрос, с чего бы я хотел начать это обсуждение. А что с украинцами не так? Если так просто отмести немножко в сторону, как бы сверху, сбоку посмотреть, ведь по большому счету Трамп делает все то, что Зеленский обещал на предвыборной кампании 2019 года. Если сухо посмотреть на происходящее, то Зеленский тоже обещал встречаться хоть с чертом лысым. Он обещал посмотреть в глаза Путину. Он обещал закончить войну. Он все это обещал. Да, есть разница. Там все-таки Зеленский, президент Украины в 2019 году, да, это одна фигура. Президент Трамп, это все-таки США, другая страна. Но по сути это то же самое. А украинцам так не нравится, а так хейтят Трампа. Более того, разные там Стерненки и другие, там, скажем так, подпевалы говорят, а давайте поддержим Зеленского. Поддержим в чем? В том, что Трамп делает за него его работу, но в оконцовке все равно без Путина войну не закончить. В общем, очень интересная ситуация и, наверное, знаете, обличает украинцев, которые смотрят в зеркало и не нравится им отражение. Не находите? Знаете, ваши вопросы уже содержат ответы. Я даже не знаю, как здесь хотя бы фразу сказать. Давайте так. Первое. Мы, как украинцы, не можем смотреть на себя в зеркало. Мы не можем быть объективными. Мы не научились приближаться к реальности. Все создано за последние десятилетия и уж последние годы для того, чтобы замазать зеркало, не знаю чем, глиной какой-то или краской. И в этом есть одна из причин наших болей и наших проблем. Потому что мы придумали себе мир, мы придумали себе реальность. И когда иногда реальность к нам заглядывает, начинается шум, начинаются протесты, начинается возмущение. Почему мир не такой, каким мы его хотим видеть? Это наш вопрос. Но при этом мы не спрашиваем. Философия начиналась с рефлексии. Познай себя, знай себя. Мы хотим свой придуманный нами мир, но мы не подозреваем, что мы в этом мире выглядим не очень хорошо. Даже наши союзники, люди, которые к нам должны относиться хорошо последние годы, и те, кто пытался поддержать нас на уровне личном, на уровне каких-то сообществ в 2022-2023 году, и те, кто не хочет нам вредить, просто замолчали. А некоторые даже стали нас критиковать. Да и среди украинцев произошел серьезный определенная эволюция, потому что анализировать ситуацию в 22-м и в 24-м, уж тем более в 25-м, нельзя так же. Потому что что-то произошло и с нами. И кроме жертв, кроме войны на передовой, в стране произошли очень неприглядные вещи. Это первое. А второе, по поводу Стерненко и прочих активистов, это еще раз говорит о том, что почему Трамп делает то, что хотел Зеленский, или то, что обещал Зеленский, а теперь он это не принимает. Потому что Зеленский не принимает сам свою программу. Потому что Зеленский сейчас и Зеленский в 2019 году – это разные персонажи, разные роли. Актер играет другую роль. Актер зашел с одной ролью в 2019 году для того, чтобы выиграть выборы.
А для того, чтобы удержать власть, а особенно сейчас удержать власть в период войны, актер должен играть другую роль. И в этой роли он без массовки не может. Центр власти в Украине – это не ОП президента. Это не Зеленский и не Ермак. Центр власти находится в других кабинетах или в других пространствах. Он понимает, что у него нет, в принципе, нет власти внутри страны. И то, что обсуждала сегодня с утра международная пресса, например, CNN, газета CNN писала, что, пожалуй, это наиболее важная встреча после окончания холодной войны, например. Вся европейская пресса, американская, разбирает несколько фраз Трампа вчера вечером в социальных медиа. Там было только несколько фраз. Но из этих фраз видно, что Зеленский стоит перед выбором, и в этом его трагедия и его раздвоение. Он должен принять решение как полноправный, полновесный политик, с одной стороны. Вот давайте сейчас завершаю разговор. Ответ на вопрос. Вот такие две ипостаси. Мир смотрит на него как на субъекта принятия решений. И, в принципе, он должен сыграть роль. Сказать «да», «согласен» или «не согласен». Две опции только. Идем на эти условия или продолжаем войну. Но он прекрасно понимает, что есть другая ипостась. А что дальше? Как только он примет решение, через минуту-другую начинает действовать другая ипостась, которая власти в стране не имеет. Вот так полновесно. Это показал картонный Майдан, это показали те же европейские газеты, которые начали свою кампанию против Зеленского сразу же после известных событий с НАБУ и так далее. Поэтому как бы мир смотрит на Зеленского как на последнюю точку. В философии права был такой термин у Ханса Кельзена как пункт возлагания ответственности. Какой-то орган, какая-то институция рассматривается как последняя инстанция возлагания ответственности. И Зеленский сегодня в Вашингтоне будет играть эту роль. Но эта роль мгновенная. А после этого, еще раз, его роль заканчивается. И он прекрасно понимает, что ему трудно удержать власть, что у него нет инструментов влияния, заигрывания с радикалами, там, награждение одного из командующих Азова. Он до сих пор не понял, что ты можешь заигрывать с активистами и с радикалами, но они не с тобой. Это тоже иллюзия. Вот последняя иллюзия власти – это он понимает, где центры власти в Украине. Вот его действия последние 2 года как раз указывали на то, что он прекрасно понимает, кто власть, где она. Это группы активистов, связанные с фондами, и это радикальные, сейчас уже военное формирование, они были парамилитарные, которые могут перевесить вопросы на площади, на Майданах, в революциях. Вот. Поэтому одно дело смотреть изнутри на эти события, другое дело с позиции западного человека. Западный человек наивен. В принципе, я убедился, что европейцы и американцы в среднем, те, кто интересуется политикой, большинство вообще не знает, где Украина, но те, кто интересуется, у них достаточно газетное представление. И они это событие ожидают совсем с другой стороны. Они всерьез считают, что вот от решения Зеленского действительно зависит многое. Вот он примет решение, и Украина пойдет в том или ином направлении. Вот в чем проблема. Но мы, понимая, как граждане Украины, мы понимаем, что не все так идеально, институционально, как это видит человек в Европе или в Соединенных Штатах. Если мы попробуем разобраться, а какая сейчас дорога лучше? Условно, не очень хороший, своеобразный мир по Трампу. Вся пресса сегодня пишет, что вот,
будут давить на Зеленского, чтобы тот вывел войска из Донецкой области, а дальше все как бы по линии фронта. Как бонус, как плюшка, Витков вчера говорил и более подробно раскладывал эту историю про как бы 5-ю статью, то есть 5-я статья, что-то подобное, но не 5-я статья, то есть НАТО, никакого НАТО нет, но если что, то какие-то страны будут расценивать повторное нападение как нападение на себя. Вот такая вот конфигурация. Плюс законодательно, вроде как, опять-таки, по словам Виткова, Россия согласилась вписать определенные законы о том, что на Украину нападать больше не будут, и вообще Европе угрожать тоже никто больше не будет. На самом деле, если поверить в эти высказывания, как итоги исторического, по-настоящему исторического саммита на Аляске, то это очень большой прогресс. Будем откровенны, если это правда. Но тут же вопрос, что лучше, война по Зеленскому? Вот такая, какую мы сейчас видим. Вот с тем укладом жизни, который мы сейчас видим, с теми провалами, с теми вечными недовольствами командирами, с теми потерями населенных пунктов, этой эвакуацией уродской, когда волонтеры из Павлограда снимают видео, говорят, прут и прут люди, а мы ничего не можем. Спасибо, палатку привезли, да мы пандоны постелили, чтобы уложить 20 человек переночевать, потому что люди ночуют на асфальте. То есть мы понимаем, да, вот это отрезвление, это реальность. То есть есть какие-то волонтеры, которые принимают эвакуацию, начинают распределять этих стариков на инвалидных креслах и полулежачих или лежачих, с ними вообще непонятно куда определить. Вот такая вот страна, вот такая вот война. То есть лучше воевать вот так или замириться по Трампу. Но опять-таки, лучше, хуже, я имею в виду, конечно же, с позиции украинцев, скажем так, народа, а не элитарных групп. Вот если сравнить мир по Трампу и войну по Зеленскому, какой путь сейчас, ближе к вот этому принятию решения, о котором вы говорите? Значит, первый тезис: мы не знаем, что такое мир по Трампу. Трамп сейчас играет очень филигранно. Он ничего не предлагает, он посредник. Он процесс, он является мотором процесса, он подталкивает, соединяет. Мы не знаем, что предлагает Трамп. У него нет предложений. Мы не знаем, о чем договорился Трамп с Путиным. Это эхо всех аналитиков вчера и сегодня утром. Соответственно, такое большое внимание к вечерней встрече Зеленского и Трампа. Трамп ему предлагает. В этом смысле Трамп ничего не навязывает. Трамп не говорит, ты должен сделать то, то, то и то. Пока сказано только в его социальной сети, что забудьте о Крыме и забудьте о НАТО. И все говорят, вот Трамп давит на Зеленского. Но мы не знаем. Теперь второй тезис. Если мы говорим о компромиссе, сколько? 85% Донецкой области заняла Россия, по-моему. 85% или 75%. Сейчас не помню. В чем тогда компромисс? Буквально перед Аляской опять воскрес институт войны, исследований войны, еще ряд экспертов, которые стали говорить о том, что ни в коем случае нельзя отдавать эту часть Донецкой области, потому что она стратегична для дальнейшего наступления Путина на Украину. Вот это небольшая территория, которая удерживается 3,5 года. И Зеленский сразу сделал резкое заявление, что он не отдаст эту территорию. Что он скажет сегодня в Вашингтоне после этих заявлений? Это вопрос. В принципе, не обладая опытом дипломатии, украинская сторона практически загнала себя в какой-то угол глухой. Теперь, если он пойдет на эти компромиссы, в чем компромисс? Вот компромисс, мне кажется, это как раз эта часть Донецкой области. Все остальное, по тем заявлениям Путина, которые мы знаем, очень читая между строк, понимая, что большую часть договоренностей мы не знаем, мы видим, что если объективно рассматривать холодно со стороны, Россия уже пошла на ряд компромиссов.
Например, говорят о линии разграничения. Я, по крайней мере, не видел текстов о полном занятии Херсонской и Запорожской области пока. Пока не было этих заявлений. Мы не знаем, это, кстати, решится, может быть, 22 числа, когда будет трехсторонняя встреча. Но нужно понимать, что такое компромисс. Будет ли? Будет ли, да, будет ли, это решится сегодня. Но сегодня Зеленский, я думаю, что в каком-то смысле у Трампа уже есть определенные гарантии. Я думаю, что уже часть договоренностей принята. И эскорт европейцев вместе с Зеленским можно рассматривать двояко. Это тоже интересный момент. Они будут его усиливать и поддерживать, или они будут его сдерживать и сглаживать углы. Вот в чем дело. Потому что встреча в овальном кабинете 28 февраля и вот то, что произойдет сегодня после встречи Зеленского и Трампа, европейскую вот эту команду показывает в разном свете. Тем более внутри этой команды, об этом также писали последние дни, нету полного согласия. И уже расписали, кто какую позицию занимает. В принципе, Стармер, потом Рютте или Мелони ближе к позиции Трампа. И могут сдерживать Зеленского как раз приближая к позиции Трампа. Насколько будет веское слово Макрона? Макрон высказывается вообще как Гераклит Темный. Изучая высказывания Макрона, можно видеть, что такое опытная тысячелетняя европейская дипломатия. Я думаю, любой аналитик сломает мозг, пытаясь примирить противоречивое высказывание Макрона по поводу капитуляции, и по поводу доверия к Трампу, и по поводу того, что нужно прекращать войну, но в то же время, как же прекращать войну, это капитуляция. Это уже для любителей Макрона, которые хотят его анализировать. Поэтому вот кратко, очень просто. Мы не знаем позицию Трампа, мы не знаем предложений Трампа. Зеленский должен принять решение, и это самая важная часть, наверное, действительно последних 3,5 лет. Учитывая опыт овального кабинета 28 февраля, он не может повториться. Зеленский понимает, что второй раз он не может себе позволить конфликт. Тем более ряд европейских газет побаивается того, что часть встречи может пройти под вниманием камер журналистских. И все боятся, что это будет. Кстати, это парадокс. Пресса боится публичности этой встречи. Вот как раз мы хотели публичности больше встречи Путина и Трампа. И сожалели о том, что не было пресс-конференции, а только брифинг короткий. А здесь, вот я глазам своим не верен, европейская пресса боится публичности. Она говорит, а если это произойдет? А если опять взорвется Зеленский? И вот тут наши европейские коллеги, может, нам помогут в этом плане. Но прогнозировать нельзя. Зеленский, скорее всего, может проявить упорство. Но политика, как сейчас она разворачивается, действительно непредсказуема. Давайте так, есть две логики. Логика здравого смысла. По логике здравого смысла Зеленский должен пойти на мирные переговоры и должен принять ряд условий. Это логика здравого смысла. И есть другая логика. Логика власти и логика его предыдущих высказываний. По этой логике он обязан сказать «нет». Часть Донецкой области мы не сдаем. Конституция Украины нам не позволяет. Украинский народ этого не примет. Вот это две опции. Причем под украинским народом, вот вы тоже употребляете это слово, а я его боюсь употреблять. Не то, что боюсь, я считаю это неправильно употреблять это слово. Нет украинского народа, его не существует.
Существуют отдельные люди, отдельные группы со своими судьбами, со своими ожиданиями. И апеллируя к украинскому обществу, всегда имеется в виду активисты. Апеллируя к украинскому народу, всегда имеется в виду та часть людей, которая или поддерживает активистов, или поддерживает публично Зеленского. А другая часть народа как бы не учитывается. И что этот народ думает, каким образом он высказывает свою позицию, мы не знаем. Мы можем догадываться, потому что мы сами граждане Украины, у нас много знакомых, много друзей. Мы понимаем, как ведут себя люди, что они думают, что они чувствуют. Но публично, на уровне СМИ, на уровне высказываний, эта часть народа не присутствует. И я подозреваю, что это большая часть народа. Большая часть народа. Даже опросы социологические, тоже они очень странно велись, но показывают, что значительная часть украинцев склоняется к перемирию, скажем, к мирным переговорам. И не видит военное решение вопроса. Просто, понимаете, тут тоже такой момент. Когда сводят все к тому, что нужно оставить Донецкую область, ведь это же не так. Изначально суть вообще войны не в территориях. Изначально. Рейтерс выкатили условия, я думаю, вы читали, то есть там и кроме там всего прочего, этого ухода, отхода и так далее, там есть позиции по русскому, украинскому языку, да, чтобы защитить русский язык. Там есть по православной церкви определенные требования. Опять-таки, это мы ссылаемся на Рейтерс, потому что на самом деле вы правы, сказать тяжело. Ведь сама эта встреча на Аляске, плюс, я так понимаю, там же логика какая была. Встреча, решений нет. Произошел очень серьезный откат от перемирия, прекращения огня имеется в виду, да? То есть, какая же логика была? Украинская сторона, прекращение огня. Запад говорит, да, мы поддерживаем сначала прекращение огня, а потом все остальное. Сейчас, после Аляски, произошел фундаментальный поворот, такой очень серьезный. То есть, Америка выходит и говорит, слушайте, да зачем? А зачем нам прекращение огня? А давайте мир подписывать. Долгосрочный, с гарантиями, со всеми обязательствами. Сейчас сразу раз, и все, и конец. В принципе, Америка сейчас говорит в унисон с Россией. В том плане, что давайте решим первопричины, или как-то договоримся о первопричинах, или что-то примем, что все будут себя чувствовать безопасно и хорошо. То есть, это действительно ярче. Почему? Откуда? Где корень этого всего? Сейчас тоже там пишет пресса о том, что Трамп ставит Зеленского в неудобное положение. Короче, вешает все на Зеленского, всю эту ответственность, о которой вы сказали выше. Но откуда это произошло? Это произошло именно от этого перехода. А до Аляски ведь американцы напропалую, и сам Трамп лично, вербально, и его помощники, советники, чиновники говорили: прекращение огня, мы едем за прекращением огня. А получилось, что прекращение огня и не нужно. Зеленский стоит на своем. С Урсулой фон дер Ляйен он вышел и сказал, что да, сначала прекращение огня. Но тут-то есть и кроется самый главный момент. Мы говорим в общем о компромиссе. А будет ли старт этого компромисса? Европейские чиновники на совещании, не вчера, а позавчера, да, когда им звонил Трамп с самолета, когда они потом собрались, коммюнике выпустили, они это прекращение огня убрали в сторону. Как вам видится, будет война до прекращения, скажем так, война до мира без прекращения огня? Сегодня, например, тяжелейшая ситуация с этим огнем. Харьков, прилеты по гражданским домам, Запорожье, Сумы. С другой стороны, мы же видели, что в день Аляски попадало по жилым домам украинскими дронами в Ростове, в Белгороде. В Белгороде вообще сказали бюджетники, все, в общем, на удаленке работайте, школы там каникулы. В общем, новые меры предосторожности. Поэтому этот размен обстрелами, он идет дальше. И тут вопрос этот о прекращении огня становится, скажем, во главу угла. Давайте сейчас, так не спеша, буквально, но очень кратко. Что нам известно, что мы наблюдали последние недели, дни, а что нам неизвестно.
Первое. Нам известно, что полностью пересмотрены все заявления февраля-марта 2022 года. Большинство этих заявлений. Ничего об Украине без Украины. Мы до конца с Украиной. Слово «победа», слово «изоляция Путина», «изоляция России», «Путин военный преступник» и так далее. Вот эти все вещи, кстати, европейская пресса сегодня утром повторяла эти вещи в связи с анализом Аляски. Теперь что произошло? Произошел резкий перелом. Он произошел так быстро, что риторика, например, европейской прессы и ряда европейских политиков не успевает за этим. И все, что досталось как бы блогерам и представителям СМИ, назовем их так, и европейским, и украинским, это мемы и шутки, высмеивание и сарказм. Красные дорожки, длина, солдаты и так далее. Это делалось для того, чтобы немного нейтрализовать очень неудобный факт, который уже все наблюдали. Аплодисменты Трампа, Путин садится в машину Трампа. И теперь уже нельзя говорить об изоляции России. В этом смысле, я сейчас и медленную фразу скажу, нужно сказать о международном поражении Европы и Украины. Это факты, которые говорят о поражении дипломатическом. Все, что заявлялось, оказалось недействительным. Это первое. Теперь второе. Спорят аналитики, мы пока не можем сказать, как произошла эта подмена. Прекращение огня на мирный договор. Вот этот быстрый переход, полная перемена логики, последовательность. Не логика, а последовательность. Вначале прекращение огня, потом переговоры, потом мирный договор. Сейчас резко все поменялось в сторону сразу мирный договор, потому что был Минск-1, Минск-2, и мы не можем себе позволить Минск-3, Минск-4. В этом можно видеть определенное влияние, наверное, Путина на Трампа. И, наверное, в ходе этих разговоров, почти 3-часовых, у Трампа и возник вот эта подмена последовательности этих вещей. Но, возможно, Трамп за это тоже что-то получил. И вот здесь мы упираемся в то, что мы не знаем. Но внешне мы видим, вы совершенно правы, что произошла перемена логики, а это очень неприятно. Потому что сразу слишком сложные задачи в ситуации, когда мы еще не знаем решения Зеленского и то, как поведут себя европейцы. Но мы точно понимаем, что вот эта псевдо-5-я статья и то, что европейцы или Соединенные Штаты могут стать гарантами безопасности Европы, или, как сегодня сказала BBC, железные гарантии, это только дипломатический язык. Я не вижу оснований и не вижу вообще возможности, что Украине дадут такой железный пакет гарантий. Это, опять же, залепленное стекло, в котором мы не видим себя. Несмотря на заверения, в чем еще проблема? Вещи называются не так, как они есть на самом деле. Подождите, Украине Зеленского не дадут гарантий? Или Украине не дадут гарантий? Украине никакому образу Украины не дадут гарантий. На бумаге они могут это что-то написать. И отношения Штатов и Израиля не предполагает 5-ю статью. При этом де-факто идет поддержка гораздо более сильная. Но я хочу сказать, что называется все по-другому. Запад говорит Украине, что вы важнейшее звено в европейской безопасности, и поэтому так важно то, что сейчас произойдет. Но между строк читай, вы периферийная страна. И мы не будем за вас вписываться на серьезном уровне. Вы знаете, это как это Урсулина, железный дикобраз, которого железный дикобраз. Его съедят, и его невозможно я об этом переварить. говорю.
Ну, И понимаете? точно так же, вот когда говорят, вот, то есть первое я сказал, и точно так же, когда европейцы говорят о помощи, извините, сейчас вот там могут критиковать и писать всякие гадости, но когда говорят о помощи, это значит, на вас зарабатывают. Когда говорят, что вы опора всего, вы наша главная стена, вы наша главная крепость, это значит, вы периферия и вы буфер. И когда нам говорят, мы вам будем помогать и поддерживать, это значит, мы будем на вас зарабатывать. Потому что вам жить в полуразрушенной стране, где разорваны внутренние социальные связи, где поломаны миллионы судеб. А мы будем зарабатывать на помощи. Потому что вот если вы придете по этой логике к мирному соглашению, будем отстраивать Украину, мы прекрасно понимаем, что и на отстраивании Украины мы начнем зарабатывать. Мы на войне зарабатывали, и на отстраивании будем зарабатывать. Но те, кто хочет слышать среди окружения Зеленского, среди активистов, вот эти песни, они тоже, отчасти некоторые из них в доле, они будут постоянно нас с вами вот, направлять наши головы и говорить, нет, наши партнеры нам помогают. Нет, мы чрезвычайно важное государство в системе, в архитектуре европейской безопасности. Я вчера, мне Facebook напомнил мой пост от 19 августа 2021 года. Что говорит Байден, когда американцы спешно покидают Афганистан? Это эвфемизм, спешно покидают. Он сказал 3 вещи. Он сказал, что Гани – это президент Афганистана. Заверял нас, что они будут воевать. А они почему-то разбежались. А этот Гани 4 университета. Йель, Гарвард, Стэнфорд и еще какой-то. Он входил в 100 самых влиятельных людей мира. Он занимал очень серьезный пост в международной банковской системе. Это первое, что сказал Байден. А потом Байден сказал, построение государства в Афганистане никогда не было стратегическими целями Соединенных Штатов Америки. То есть, плевать нам на ваше государство, как оно существует и каким образом оно удерживает вообще какую-то норму приличия институционального. А в 3-м тезисе он сказал, какая была цель американской стратегии в Афганистане. Чтобы из Афганистана не поступала угроза Соединенным Штатам, Homeland, то есть, собственно, земле Соединенных Штатов, территории Соединенных Штатов. Вот когда обвиняют Трампа в цинизме, я советую эту речь Байдена еще раз прочитать. Это середина августа 2021 года. Читая между строк, сказано так. Мы поставили нашего человека в Афганистан, а он нас обманул. А что делали ваши сотни экспертов? Что делали ваши синтенки? Что делал Белый дом? Все эти аналитики? Непонятно. Виноват только президент Афганистана. И оказывается, судьба Афганистана нас не интересует. Мы там присутствовали для того, чтобы Соединенные Штаты были в безопасности. И вот я бы советовал сегодня части активистов и людям вокруг Зеленского подумать об аналогиях. Когда говорят, что мы дикобраз, что мы основа архитектуры европейской безопасности, что нам будут помогать, это называние не того, что есть на самом деле. Вот если такую книгу перевод, нужен переводчик. А переводчик, еще раз, извините, что повторяю. Переводчик в переводе звучит так. Вы периферия. Судьба украинцев и вашего государства – это ваши проблемы. А под видом помощи мы будем на вас зарабатывать. И в принципе, то мы вам помогали, не думая о том, каков вообще проект украинского государства. Куда движется государство Украины. Это не наша задача, а это уже ваша задача. Это пусть ваши политики, ваши элиты решают. Мы свое дело делаем, мы помогаем, то есть мы зарабатываем. И мы делаем вас центром архитектуры, то есть мы делаем вас осажденной крепостью. А сами в это время будем решать свои экономические вопросы, социальные вопросы, что-то делать с разрушающейся или падающей экономикой европейской. И поскольку у нас много мигрантов и большие задачи, мы будем заниматься собой. И вам петь вот эти песни. Вот там, в ту крепость, дикобразу посылать сигналы.
Как ты себя там чувствуешь в утробе медведя? Ну да, может водички подлить там. А может водички подлить, Еды может какой-то чем-то принести, помочь. да. Вот я сейчас говорю предельно прямым языком. Не для того, чтобы упражняться в красноречии, а для того, чтобы часть людей, ну, может быть, имела шанс очнуться. Очнуться в том смысле, чтобы различать сладкоречивые песни, которые мы слышали в 2004, 2014, в конце 90-х, от реальности. Чем более сладкий язык, тем более печально, разрушительно все это выглядит. Так, а Там толку? сожженный дом профсоюзов. Вот, понимаете, главный вопрос, который крутится, я, собственно, начинал, да, нашу беседу. Вот вы говорите, часть людей очнулись, но очнулись, а дальше что? Толку от того, что они очнулись? Андрей Олегович, вот мы сегодня вот прям ряд новостей, да, вот вчера ночью началось. Украина запустила вот серия, в общем, ракет «Фламинго». Фотограф, там, Associated Press сфотографировал, там, вот, смотрите, вот, не знаю, там, минут 15 после публикации этих фотографий все четко идентифицировали, что это ракеты Арабских Эмиратов, ну, разработки определенного концерна, то есть, вот они, это эти ракеты, а их там фотографируют где-то дальность 3000 километров. Следующий посыл. Сегодня как бы берут на себя инициативу. Опять-таки, знаете, такое ощущение складывается, что, ну, я помню, много говорили о том, что, ну, очень похожи россияне и украинцы. Очень похожи. И друг у друга учатся. Ну, воевать учатся, имеется в виду дроны, там вот эта вся история, малый воздух. Там. Причем вначале опережали где-то украинцы, а вот последнее время... Ну, Россия показала возможности достаточно... Ну, то есть, это же такой процесс. Да? Это война, это две стороны, сообщающиеся сосуды. В любом случае идет какое-то развитие. У кого-то в том, у кого-то в этом, но тем не менее. Значит, россияне тоже научились играть в эти информационные войны. Сегодня беспилотник упал возле третьего энергоблока Смоленской атомной электростанции. Его показали, разрушенное здание показали. Смотрите на весь мир. Вот эти украинцы запускают беспилотники. То есть, пожалуйста, следующий шаг. Крымский мост. Поймали какой-то эвакуатор с электромобилем, начиненным тротилом. Это все вскрыли, показали. Смотрите, вот заряды. Вот, водитель ничего не знал. Он переправлял через несколько стран. То есть, я к чему вот это привожу вот эти три, да, таких позиции? Ракеты, удары по АЭС, Крымский мост. К тому, что... А украинцам же плевать. Ну, они, точнее, на украинцев плевать. На их отношение к этому плевать. Бить или не бить ракетой по Москве, по Кремлю. Взрывать или не взрывать атомную электростанцию. Подрывать или не подрывать Крымский мост. У украинца не спрашивают. То есть, у украинца есть две роли. Или порадоваться в соцсети и сказать потужно, марку купить, да, в честь какого-то события. Или заткнуться и сидеть и бояться, что по-любому прилетит какая-то ответка такая, ну, соизмеримая или какая-нибудь несоизмеримая. То есть, нет выбора. И вот, наверное, главный вопрос в эти тяжелые, ну, очень решающие времена, да, периоды. Так а от украинца что-то зависит вообще в этой войне? Украинец может как-то постучать в дверь Зеленскому? Я хочу быть идеалистом и считаю, что ведь это не то, что вот я сказал, часть людей может более реально оценивать ситуацию, и что вот только они оценили, они вышли на площади и потребовали от государства как-то войти в границы приличия. Нет, это не будет. Но накапливается недовольство. Многие люди больше понимают, что происходит. Некоторые понимают своей кожей, как бы своим телом. Они ощущают это по своей судьбе. И когда будут выборы, или когда начнутся процессы, ну, скажем, связанные с выборами в парламент, президентский, вот это молчание и это переосмысление каких-то групп людей могут сыграть свою роль. Ведь так или иначе Украина не диктаторская страна. Рано или поздно будут выборы. Понятно, что будут ставленники.
будут ставленники Соединенных Штатов, будут внутри партии создаваться, скажем, пророссийские или радикально-националистические украинские. Но так или иначе, я бы никогда не списывал украинцев со счетов и не утверждал, что украинцы ничего не решают. И поскольку моя профессия, связанная с мышлением, моя обязанность, хотя бы если 10 человек чуть-чуть по-другому будет это понимать, по-другому связывать слова, которые нам говорят с действительностью, по-другому оценивать там Стерненко, там Пекаря, не знаю, там не знаю кого-то еще. Ницой и так далее. Сейчас еще много есть серых безликих чиновников, которые подхватили этот стиль такой, ну, фактически уличный. Да, вот часть в голове у политиков среднего высшего звена улица. Это такие хлесткие заявления, там как одного из наемов по поводу там, русского языка или по поводу деления людей на сорта и так далее. Вот это много безликих. И если люди это будут понимать, возможно, они будут по-другому относиться. Я же получаю письма, вы получаете письма. И в YouTube, и в другие как бы мои мессенджеры. Люди многие понимают, и многие благодарят. Причем не только в Киеве или в Днепре, но и во Львове, и в Черновцах, и в Луцке. Но кому-то нужно создать такой образ украинцев, который вот полностью поддерживает весь этот карнавал. И все это антигуманное, античеловеческое, иррациональное месиво, которое, в принципе, полностью противоречит европейским нормам. Да, тем, которые были, правда, вчера. Вы знаете, последние сутки, Андрей Олегович, мне бы очень хотелось... Помните, я, если честно, и у себя на канале, и, по-моему, даже с вами, там, в каких-то беседах мы с вами тоже затрагивали эту тему. Помните, когда нам рассказывали, а давайте будем как Израиль. Ну, вот как Израиль. То есть, там все служат, все, страна, там, наконечника, острия, вот это все. А я вот, слушайте, последние сутки прям хочу, чтобы Украина была как Израиль. Значит, более 1 миллиона человек вчера вышли за завершение войны. Более 1 миллиона человек. Только в Тель-Авиве 500 000 демонстрантов. Они призывают Трампа оказать давление на Нетаньяху, чтобы тот прекратил страдания. Ну, вот так у них там формулируется. И заключил мир. Добился освобождения заложников, и которые Хамас удерживает. Ну, и протесты там в разных городах прошли. Они там блокировали дороги и шоссе. Где-то полиция работала жестко. Где-то, ну, скажем так, не особенно жестко. Ну, в общем, то есть, смотрите. Все говорят, Израиль, Израиль. Ну, вот вам Израиль. Они навоевались. Люди вышли и говорят, Трамп, мы ничего не можем сделать с Нетаньяху. Сделай ты. И сейчас это вот очень, так вот, да, если добавить, это же так смотрится карикатурно, когда, например, вчера Лещенко, советник офиса президента, и Безуглая звали людей с картонками, сегодня как бы под посольство США, что типа мы не отдадим Донбасс, или там мы поддерживаем президента Зеленского. Да, такие технологии уже настолько истертые. Ну, там не будет 1 миллиона человек, все понимают, поэтому Лещенко даже удалил свой пост. Ну, мол, от греха. Ну, была попытка, а вдруг пройдет? Вдруг получится, как у Наема. Берем чай, хорошее настроение, да, и так далее. Смотрите. Давайте тогда вот завершение. Ну и что? Ну, допустим, вышел большая группа людей. Не отдадим. Да. Допустим, Зеленский говорит нет. Что происходит? Вот давайте к завершению разговора. Что может происходить? Попробуем реконструировать. Первый шаг. Будет страшный восторг в среде активистов и людей, поддерживающих Зеленского. Вот настоящая субъектность. Будут говорить, что наконец Украина центр принятия решений. Давлению Трампу не поддались. И наши европейские партнеры показали нам поддержку. 2-3 дня будет этот поток информационный. Что потом? С той ситуацией, которая есть, может ли Украина дальше воевать в таких условиях?
При том, что Соединенные Штаты будут дистанцироваться от Украины, если Зеленский скажет «нет». Могут ли украинцы воевать на европейских ресурсах? Нет. Может ли Европа оказать достаточную финансовую помощь Украине? Нет. Может ли Европа оказать настоящую военную помощь Украине, чтобы дальше удерживать хотя бы то, что удается удержать? Нет. То есть 2-3 дня карнавала, восторгов, а потом кровь, пот, но не в смысле Черчилля, а в смысле постоянного таяния страны. И получается, что активисты и вот эта группа людей вокруг получат ту Украину, которую она хочет. Это будет уже третья Украина. Первая была в 1991 году, с одной судьбой, с одними возможностями. Потом к 2004-2014, особенно после 2014, это была уже другая Украина, с другими задачами и с другим способом мышления. А сейчас готовится другая Украина. Вот она станет маленькой, 20-миллионной, возможно, 18-миллионной со временем, в быстрой перспективе. Без каких-либо перспектив на технологическое развитие, промышленное развитие, на более-менее серьезную роль в Европе, на возможности хорошего образования, медицины, финансовой системы, а уж тем более социального пакета. Пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и так далее. И вот эта маленькая Украина будет закапсулирована, это уже будет такой гражданский дикобраз. Только этот дикобраз будет уже иголками внутрь своих граждан. Вот те, кто подпишется под этим пакетом, вот той Украины, которая хочет быть бастионом, дикобразом, они поймут, как жить внутри дикобраза. Никто в здравом уме не хочет жить внутри металлического дикобраза. Потому что образование, карьеры, развитие своих регионов, выстраивание длительных отношений с Китаем, с Европой, с Турцией, со странами Африки, Индии невозможно в дикобразе. Дикобраз – это Запорожская сечь. Это не государственная структура. Это мужской коллектив, где женщины там внутри, в тылу что-то делают. Мужской коллектив, который готов под ружье встать и на коней буквально через полчаса об объявлении очередной войны. Жить в дикобразе, то есть Запорожской сечи, это значит, победила та модель, которая взращивалась в Канаде и в определенных американских центрах, была подхвачена Украиной в 90-е. Уж вековечная борьба, многие столетия. Для этого нужно быть боевым организмом, но тогда забудьте о нормальном государстве. Вот это результат слова «нет», которое скажет Зеленский. Дикобраз, Запорожская сечь, и острием вовнутрь. Кто не воюет, тот неполноценный. Кто не может быть где-то там в Азове или быть таким бравым военным, хотя это тоже опять идеализированный медийный персонаж. Люди на фронте думают многие по-другому. Я думаю, что многие на фронте как раз готовы больше к мирному соглашению, чем продолжению войны. Это понятно. Но я говорю об этой медийной вещи. Вот эта Украина, это будет уже третья Украина. И тогда люди, которые нас слушают, тогда они будут считывать эти знаки и говорить: ага, хочу ли я жить в дикобразе? А вы знаете, вот еще один был такой, вот дернулся Зеленский, он все время реагирует на какие-то вбросы. 22-летний, что их надо вот более спокойно выпускать. Очевидно, ситуация настолько печальная с молодыми мальчиками 15, 16, 17 лет, что нужно было до 22 лет. И потом он берет слова назад и говорит: это те, кто уже имеет гранты, те, кто учится. Но видно, что власть не знает, как реагировать. Люди тают, людей все меньше, и нужно принимать какие-то решения. Поэтому, завершаю, это тоже давит на Зеленского. И сегодня вечером в 20, по-моему, 15 по киевскому времени Владимир Александрович должен хорошо подумать, прежде чем сказать «нет». И если бы он был субъектен,
Он должен был бы сказать Урсуле фон дер Ляйен: я не хочу, чтобы моя страна была металлическим дикобразом. Для моей страны это звучит обидно. То есть вы нас обрекаете на существование казармы военной. Вы хотите превратить нашу страну в казарму, где мы будем за ваше благополучие и спокойствие постоянно быть начеку. Мы не хотим такого будущего. Вот так он должен был ответить. Ну, будем ждать результатов. Андрей Олегович, а если да? Ну, если Зеленский скажет да. Тогда... Был такой Оленченко, он у Мосейчук выступал. Это, смотрите, ну, политолог достаточно известный. Да, достаточно известный в Украине, но сказать, что он там прям, ну, как по-разному можно, но его слова прям запали в душу, это миллиарды перепостов, просмотров, что ему выбор дадут, скажут: Зеленский, соглашайся, вот тебе гарантии безопасности, тебе лично, твоей семье, будешь в Голливуде снимать или сниматься в кино, будешь там ездить по миру, все у тебя будет хорошо, выборы, не надо тебе выборы, устал уже, и так большой труд прошел. Давай. И соглашайся. А он возьмет и согласится. Ну вот, если так смоделировать. К этому давлению после картонной революции, и Зеленскому дали понять, что его могут легко смести. И никто за него не вступится в Украине. И еще компромата немножко выльют, и тогда он вынужден будет уйти. Но если скажет да, ну тогда это будет более сложная ситуация, но она будет ситуацией с шансами. Я бы сказал так: если он скажет «да», ситуация не станет легче, но в этой ситуации появится шанс. Это значит, что если в Украину войдут партии, ну скажем, умеренные, центристские, не националистические, или, как мы говорим, большой проект Украины, это значит, гражданам нужно готовиться к еще более серьезному испытанию. Чтобы их не обманули, чтобы они умели оценить действия будущих политиков более реально, а не цепляться за слова. Тогда роль журналистов будет другой, роль аналитиков. Тогда поднимутся очень много пропагандистских кампаний. Тогда на граждан будут выливать такие волны воздействия медийного, что им будет непросто принимать выбор. Но это будет жизнь. Внутри металлического дикобраза спокойно, в смысле, все прогнозируем. Забудь о будущем, окопайся и будь бастионом, будь буфером. Все. И никаких внутри идейных течений, споров, куда нам идти, куда нам плыть, какое будущее Украины. Все, забыли. Будущее Украины – это дикобраз. Если он скажет «да», тогда это будущее зрелых людей. Где есть споры, выберут политиков, снова ошибутся, кого-то купят. Опять новые какие-то, не знаю, коррупционные скандалы, новые имиджевые скандалы. Но это будет жизнь. В такой стране тоже будет неуютно жить, но нужны будут люди, которые готовы бороться. Идейно, политически, медийно. Тогда уже будет другой разговор. Тогда все будут собираться и говорить: так, вот это наше общественное движение. Вот мы будем эту линию отстаивать, мы будем аргументировать или будем искать свои аудитории. Ну, вот такое будущее. Мне кажется, что второе лучше первого. Да, многим, наверное, кажется. Напишите в комментариях, друзья, что думаете. Подпишитесь на Андрея Баумейстера, поставьте лайк этому видео. И, конечно, берегите себя. Андрей Олегович, благодарю за время и мысли. Спасибо за приглашение. Друзья, всем добра и света. Ну и, конечно, ждем решения Зеленского. Увидимся и все обсудим.